работу с оружием нужно начинать всегда с разминки. Там мало того, что вы разминаете суставы, связки и вообще все тело, вы еще учитесь работать с оружием. Самое главное вначале, когда мы начинаем заниматься кабудо, почувствовать оружие, чтобы оно стало по-настоящему продолжением вашего тела, продолжением рук, чтобы оно было не посторонним предметом, который вы держите на весу, да, а оно было продолжением вашего тела. И в дальнейшем старайтесь оружие прижимать, как будто вы его обнимаете, прижимать его к себе, а не держать его на вытянутых руках. Вот. Работая с бо, начинаем просто разогревая оружие. Берем вот так вот, и начинаем с одной рукой, разогрели его, другой рукой. Вы так разогреваете и ладони, и само оружие. После этого мы ставим хайкудачи, гибаем колени, грудь вперед, позиции как в карате, как в санчин. Берем руки за середину и спокойно начинаем от себя крутить. Старайтесь, чтобы не было вот такого движения у палки. Держите палку горизонтально, где-то на уровне пупка. Итак, 10 раз от себя, спокойно разминая кисти, потом 10 раз к себе, вкручивая. А потом также быстро 10 раз от себя и также 10 раз к себе. Можно 20. Главное, так хорошо очень разминается предплечье и кисть. После этого делаем основной хват в кабудо. Основной хват такой. Правая рука смотрит ладонью вверх, левая рука смотрит ладонью вниз. В данном случае правая рука верхняя. Вот. Поначалу многие берут оружие так, потому что, наверное, представляют себе, как они гребут веслом на байдарке. Но на самом деле, если задуматься, любой из нас хоть раз в жизни держал лопату, и лопату мы держим именно вот так, разнонаправленным хватом. То есть, вот. Точно так же мы держим и бо. Хват. Ширина. Самое главное – это ширина плеч. Проверяется это вот так. То есть вы просто прикладываете и быстренько смотрите, где у вас ладони. Среднее звено бо должно быть шириной с вашей плечи. Старайтесь, чтобы два оставшихся конца были равномерными. Вот. И вот такая позиция. И работая с бо, надо иногда останавливаться и проверять, правильно ли у вас хват. Ширина хвата очень сильно влияет на то, как вы будете делать дальнейшие движения, будут ли они хорошо у вас получаться или не очень. Первое, что мы сделаем, это продолжение разминки, это смена хвата. Смена хвата производится без отрывания руки от боя. То есть вы постоянно ладонью контролируете оружие. Смена хвата в бо начинается с верхней руки, потом идет нижняя рука, потом они меняются. Не торопитесь, делайте это плавно. Пум, 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 пум. Пум, старайтесь не терять позицию, да, хайкудачи, колени согнуты, таз подвернут, грудь вперед, и вы работаете. Пум. Очень важная часть, о которой мы чуть-чуть еще позже поговорим, это чтобы нижняя рука у вас упиралась локтем в корпус. И оружие, чтобы у вас было по диагонали. Не так, не так, не так. Именно по диагонали. Пум, пум, пум. Второй вариант смены с хватом, смена скольжением. То есть, когда у вас руки скользят по оружию, и вы его меняете. То есть у вас должна быть вот такая промежуточная позиция, потом ладони расходятся. Опять промежуточная позиция, ладони расходятся. Можно поделать несколько раз быстро, потом обязательно остановиться, проверить хват, потом продолжить. Теперь мы встаем в хайсокудачи, колени сжимаем. Начинаем всегда с той руки, которая лучше скоординирована. Я левша, я начинаю всегда с левой. Беру бо за середину и фиксирую верхний конец бо. У меня это легко, у меня есть черная лента, которая отмечает одну половину. И я всегда ориентируюсь только на конец. Локоть прижимаю к корпусу и начинаю работать кистью, заводя верхний конец бо в разные стороны, в одну, в другую. Обратите внимание, не рукой работаю, да, не предплечьем, а кистью. Предплечье стараюсь держать на одном уровне и работать только кистью, плавно вкручивая.
видите, в какой-то момент у меня из обычного хвата переходит в такой вот хват, я называю его клешней, когда Бо держит только большой и указательный палец. Поделав это в одну сторону, начинаю делать в обратную. Здесь движение очень похоже на удар теннисной ракеткой по мячу. Да? Вот. И опять же, вы концентрируетесь только на одной части Бо, вот на этой. Да? Вот у вас эта ракетка, вы ее бьете с одной стороны, с другой стороны. Про эту часть, про нижнюю, вы не думаете. Начнете думать, она может прилететь в вас. Точно так же делаю вторую руку. Сначала делаю вперед, фиксирую локоть, прямо прижимаю его. Корпус держу прямо, стараюсь не вращаться. Так вот не делаю. То есть здесь работает только кисть. Поделал и обратную сторону. Точно так. Потом также можно поделать двумя руками. Здесь я уже самостоятельно прижимаю локти к корпусу, стараюсь не двигать торсом и работаю только кистями. Вперед и назад. Плечи стараюсь опустить, грудь вперед. Снова встаю в хайкудачи. Опять беру в ту руку, которая лучше скоординирована. И вот эта позиция клешни. Да, видите, я прижимаю большим пальцем и указательным и спокойно его контролирую. Рука на середине корпуса, и я делаю очень плавное, но максимально амплитудное движение, то есть максимально выкручиваю кисть, потом делаю это движение в другую сторону. Старайтесь сильно не разворачивать корпус и сильно не вести плечо вперед, но рука старается провернуться полностью. И делаю 5 повторений, 5 кругов. Пум, 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 пум. Также делаю в другую сторону. Та же самая клешня, особенно вот когда я делаю это в обратную сторону. Не делайте это быстро, потому что оружие тяжелое, если вы его разгоните, оно вам может дернуть кисть. Будет травма. Более того, так мы учимся контролировать оружие, чувствовать его вес, особенно в движении. Вот. И после этого мы переходим вот к этому вращательному движению. Сначала я покажу его быстро, да, что должно у вас в итоге получиться. Вот. В одну сторону и в другую. Теперь разобьем его на части, чтобы научиться делать правильно. Часто, когда люди начинают делать это движение, они делают вот просто так, просто перехватывают. Лучше делать это по-другому. Взять то упражнение, которое мы делали до этого, то есть клешню, и вот смотрите, я проворачиваю, полностью выработал движение, и в этот момент у меня подходит вторая рука, также захватывает клешней и делает вторую часть движения, да, когда я выкручиваю. В этот момент у меня опять накладывается рука, опять клешней, и опять делает это движение. И вот такой получается четкий контроль оружия. Более того, руки у меня всегда в одной точке, да, я стараюсь, эта точка примерно середина Бо, да, чтобы у меня было правильное движение. Вот. А сами руки у меня на уровне живота, чуть-чуть выше пупка. То есть я не держу их вот здесь, не держу их ниже пояса. Делаю проворот. И то же самое в другую сторону, да? Здесь именно клешня должна быть, видите, да? Пум, пум, клешня. Пам, пам, пам. Иногда она выскакивает из рук. Ничего страшного. Хай. И еще одно движение, опять делаем хайкудачи. Хайкудачи мы делаем для того, чтобы нам случайно оружие не прилетело в колено или в голень. Да? Подстраховываемся. Начинаем движение с завода, делаем проворот, меняем руку, переводим в другую сторону. Я называю это движение площадкой, потому что представьте себе небоскреб, у которого на крыше есть площадка вертолетная. Да? Вот она так немножко выведена в сторону. Вот вы руку точно так же должны выносить, как площадку, на которой происходит разворот. Видите, плоскость движения палки должна быть вот такой. То есть она не должна двигаться вот так, она должна быть ровно вертикальной. Вы выносите ее на площадку, делаете вертикальный разворот и меняете сторону. И точно так же мы можем делать назад. Назад, вывод. И здесь опять же надо думать не про всю палку, и работать не всей рукой, а вы думаете только про верхнюю часть, работаете кистью. Проворот, опять я думаю про верхнюю часть, делаю проворот кистью и выношу ее на площадку. Получается вот такой контроль оружия. Чтобы хорошо его почувствовать, самое главное почувствовать вес оружия, научиться работать с весом. Потому что
оружие тяжелое, большое, и мы используем вес, мы бьем оружием. Мы бьем не руками, а мы просто даем оружию упасть куда нужно и немножко задаем ему скорость и направление. Вот.